Всех приветствую, уважаемые зрители. Сегодня рассмотрим вот такой вот уже распакованный пакет. Я его распаковал на почте, так как он приехал Почтой России. Приехал он довольно-таки быстро, даже где-то неделя, плюс-минус 2 дня. Вот. Обычно меньше 2 не едет, а это прям я удивился, что так быстро доехало. Распаковал я его на почте, потому что, сейчас объясню, здесь он только вот так упакован в мешочке, ну как я и заказывал. И здесь еще была вот такая брошюра. Вот. Ну так как я Почте России не особо доверяю, поэтому я это все вскрыл именно на почте. Если бы я заказывал в твердой упаковке, я бы скорее всего это вскрывал дома и на камеру. Вот. Собственно, пакет нам не нужен. Теперь расскажу вам про этот прибор. Это у нас, как изображено на этой брошюре, триммер для носа и ушей. Очень нужная вещь, скажу я вам. Кто не пользуется, советую. Лучше, чем ножницы. Вот. Собственно, там были 2 варианта заказа. Или вот в таком мешочке бархатном, приятном. Или еще этот мешочек вместе с инструментом помещался бы у нас в коробку. Ну, так как это не подарок, а для себя, и в коробке было бы дороже, там рублей, наверное, на 200 плюс-минус. Ну, посмотрите по ссылке, пройдете, кому интересно, приценитесь. Я заказал просто вот в таком вот мешочке. Это меня вполне устроило. Так, сейчас мы его изымем. О, прикольный он, я вам скажу. Смотрится классно. Мешочек такой приятный. Xiaomi вообще красавцы. Могут они. Не жидятся, как некоторые. Даже именитые бренды и производители. В общем, ничего интересного. Очень такой приятный на ощупь. Дорого-богато, как говорится. Хороший чехол. Отложим его пока в сторону. И сам прибор, собственно. Это у нас триммер, как я уже сказал. Сделан отлично. Ну, как все в правилах Xiaomi. Пластик такой приятный на ощупь. Матовый. Здесь у нас чехол. Ну, не чехол, а как он, колпачок называется. И здесь у нас есть ножи. Не знаю, будет видно, нет, на камеру. Ножи. Сейчас я вам расскажу немножко предыстории, какими я пользовался и почему я решил от них отказаться. Сейчас я сделаю вставочку и немножко расскажу. Друзья, ну я вам вот сейчас покажу, какие у меня триммеры были. Вот. Были у меня вот такого плана. Вот с такими насадками. Вот. Эти насадки, в общем, снимаются. Их можно под краном помыть. Ну, по крайней мере, у меня такие были. Вот, они воды не боятся. И их потом также пристегиваешь и дальше ими пользуешься. Вот. Здесь привода, как у всех, вот какие у меня были. Ну, наверное, штуки 3 я использовал. Вот. Они все были с пластиковыми вот такими вот приводами, вот как здесь. Вот. Это не те, которые я пользовался. Вот это просто я взял как для примера. Вот, забил валики, чтобы вам показать примерно какие у меня. Вот, я говорю вот про этот привод. Вот, пластмассовые они у всех. И, собственно, насадка примерно у всех одинаковая. Ну, вот такого плана, то есть с такими же прорезями. Вот, и там внутри вращается нож, собственно, и он стригет волосы. Вот, здесь вот, более близко показано. Вот. В принципе, они первые там сколько-то месяц-полтора работают более-менее нормально. То есть не дергают, не заминают. Вот. Вот так вот можно мыть. И, собственно, вставляешь. И все, вот тоже пластиковый привод. Вот здесь вот сзади у них обычно откручивается, туда вставляется обычная пальчиковая батарейка.
Вот, и им уже потом пользуешься. Батарейки, в принципе, хватает довольно-таки надолго. Вот, и у меня, вот сколько их было, штуки 3, как я уже сказал. Одна была именитого какого-то производителя, то ли Panasonic, то ли еще какого-то, вот не помню, честно говоря. Это был самый мой, по-моему, первый триммер. Вот, я им пользовался где-то почти полгода. Вот, и месяца через, наверное, 4 он начал, в общем, барахлить. То есть заминать волосы, дергает. Вот, то есть это довольно-таки неприятно и больно. Вот, я думал, это дело в батарейке, но батарейка может садиться периодически. Вот, менял одну, вторую, третью, вот, и как выяснилось, что батарейка тут ни при чем. Ну, мало ли, не хватало, может, и оборотов или еще что-то. Если мне не изменяет память, что-то около 1000 я его покупал. Вот. И остальные два были какого-то там китайского производителя, чуть дешевле что-то, они рублей за 700 или 600 я их брал. Вот. И они тоже что-то месяца 3 работают более-менее, и потом тоже начинают закусывать, зажевывать и, собственно, дергают. Вот. Это больно и неприятно. Ну и исходя из своего опыта, я решил попробовать другого плана насадку, вот, который мы сейчас рассматриваем. Вот. И приобрел я от Xiaomi, так как Xiaomi уже себя довольно неплохо своими приборами зарекомендовала. Вот. Я решил заказать именно от этого производителя. Ну, в общем-то, друзья, поэтому я вот пришел и к этому вот прибору только в другом виде. То есть вот такие ножи, на мой взгляд, будут лучше работать. И, соответственно, я понимаю, что они тоже могут затупиться и так далее. Но, по крайней мере, я думаю, что они не будут там накручивать и дергать так волосы. Она будет или стричь, или совсем не будет стричь. Соответственно, мы ее потом выбросим. То есть за эти деньги здесь, в наших магазинах, я так посмотрел, особо ничего доброго и не купишь. А все, что брендовое, типа там Panasonic или еще каких-то брендов, они уже от 1000 рублей. Вот. Ну, поближе рассмотрим. Здесь название. Видите, да? Это кнопка. Это у нас насадка. Ее можно мыть, то есть отдельно под водой. Ее вот там такой привод пластиковый. Ее можно сполоснуть, и все, как говорится, в порядке. Здесь уже привод идет из металла. Это больше похоже, наверное, на латунь. Такого она желтоватого цвета. Вот. С другой стороны у нас такой колпачок. И здесь должна быть у нас, по идее, батарейка пальчиковая. Сейчас мы попробуем ее найти. Я, к сожалению, не купил. Не был я готов, что так быстро приедет. Но сейчас поищем. Долго искать не пришлось. Вот такую батарейку мы сюда вставим. Здесь вот метки, их совмещаем и закрываем. Их надо сопоставить. Ну и вуаля. Не работает, батарейка-то мертвая, наверное. Поищем другую. В общем, друзья, нашел я рабочую батарейку. Это мертвая батарейка. Но она, видимо, слабенькая, тоже бэушная. Но он работает, я вам скажу. Довольно-таки не шумно, в отличие от тех китайских, которые у меня были. Те вообще как самолеты дребезжали. Вот. Ну, я не знаю, на камеру я уж не буду свой нос обрабатывать с ушами. Я им попользуюсь несколько дней, посмотрю, как он, что работает, а потом я вам расскажу. Собственно, для вас это будет быстро. Поехали! Друзья, всем привет!
В общем-то, хотел через 2 недели записать, так сказать, отзыв использования вот этого триммера Xiaomi. Вот. Но что-то подумал, что за 2 недели он точно выдержит, как бы свои плохие стороны не покажет. Вот. И записываю это видео уже спустя где-то месяца 4 примерно. Вот. Даже, наверное, побольше. Вот, так сказать, делюсь своим опытом использования вот об этом триммере. До этого у меня был вот этот триммер. Расскажу вот об использовании вот этого триммера. То есть до этого у меня был вот такой вот фирмы. Вот. Ну, в общем-то, ничего тут такого сверхвыдающегося. Цена его где-то около 1000 рублей. Вот, покупал там в магазине электроники. Такие вот у него ножи. Вот. То есть там просто вращается пластмассовый привод. И он вставляется вот, так сказать, в эти ножи, скажем так. Не знаю, насколько там вам будет видно. Ну, в общем, вы понимаете, да, там прорезь, туда вставляется. Вот. Ну, где-то спустя примерно, ну, наверное, месяц или 2, то есть вот такой вот вариант триммера, он начинает, ну, конкретно вот эта модель, до этого у меня еще были модели. Вот. Такой вариант ножей, он начинает, то есть, закусывать, заминает, дергает, такие неприятные ощущения. Вот. Все они у меня были на пальчиковых батарейках. Вот. То есть вот сюда вставляется батарейка, одна пальчиковая, ну или аккумулятор тоже как батарейка. Вот. И, собственно, включаешь, выключаешь, им пользуешься. Моется прям под краном, я мыл, то есть проблем никаких нету с этим. Главное, чтобы вовнутрь не попадало. Вот. Ну, как я уже говорил, максимум 2 месяца, и они начинают, в общем-то, уже работать некорректно. И потом уже становится неприятно его использовать, так как ножи уже свою функцию неправильно выполняют. Долго я искал, чем заменить такой вариант. Вот. Сначала по магазинам ходил, но там почему-то в основном все такие ножи. Вот. Если какие-то именитые бренды там предлагали более лучший какой-то вариант, то есть там совсем другая уже была цена. А мне хотелось бы уложиться вот до 1000 рублей, и чтобы работало нормально, корректно, то есть ничего там не дергало, как говорится, вот, чтобы все нормально можно было постричь. Вот. И решил я заказать на том же Алиэкспресс вот такой вот триммер. Вот. Ну, я его уже распаковывал, совсем кратко постараюсь рассказать. То есть ножи у него другого типа. То есть, вот, ну не знаю, я думаю, что видно вам. Как на машинке для стрижки, вот у него такие ножи. Вот, и как по мне, это вот самый правильный вариант. То есть такой вариант довольно-таки удобен как для носа, так и для ушей. Если есть необходимость, то через расческу им также можно стричь брови. Ну, там мало ли, знаете, кто как. Вот. Соответственно, моется этот вариант тоже прям под краном. То есть попользовался я прям вот так его под краном сполоснул, стряхнул, феном с него сдул, чтобы воды не было. И вот этот колпачок одеваю, то есть, и все. Он у меня стоит под руками. Если нужно, я снимаю, то есть можно отдельно вот это помыть и также посушить. Вот. Ну, вот сюда стараюсь, чтобы вода не попадала. Вот, иначе, ну, мало ли вдруг будет потом некорректно что-то там работать, если вода туда попадет в мотор. Ну, что-то вот камера у меня не очень. Вот. Вот. Видно, да? Там вот есть такая своеобразная щелка. Вот. И туда может попасть вода.
Что меня радует, это вот этот привод железный. Здесь он пластиковый. Я всегда боялся его что-то не так закрутить или чуть изогнуть. Боялся всегда его сломать. Вот. А здесь он похож на какой-то сплав желтый. То ли латунь, то ли, не знаю, может бронза какая, бог ее знает. Ну, сам факт. Вот. А здесь немножко по-другому. Здесь такая вот прорезь. Собственно, вот, как и в том экземпляре, тоже привод там внутри пластиковый. Вот. Это все здесь закрывается полуоборотным таким путем. Никаких люфтов, ничего нету. Кнопка работает корректно. Вот. Работает не шумно, я скажу так. И, то есть, надолго хватает батарейки. До этого я пробовал разные варианты. То есть здесь такая же вот пальчиковая батарейка. До этого, когда я только купил, пользовался обычной батарейкой. И даже когда батарейка садится уже на грани, да, еле-еле дышит, он все равно как бы стригет. То есть нет такого, что батарейка подсела и он начинает, ну, скажем так, зажевывать. Вот. Вот у этого варианта, если батарейка слабая, то он уже все, им невозможно стричь что-то. Вот. То есть даже при, ну скажем так, его недолгом использовании при покупке я это заметил почти что сразу. То есть когда батарейка первая здесь начала садиться, он уже начал работать некорректно. То есть было неприятно им пользоваться. Меняешь батарейку, потом он вроде бы нормально стриг. Здесь такого нет. Здесь даже если батарейка подсевшая, он работает, то есть им можно нормально все-таки обработать. Нет такого какого-то дергания, зажевывания. Вот. Потом я перешел на аккумуляторные батарейки. Эти батарейки тоже с AliExpress. То есть вот такого типа вот они. Вот. Давно этими батарейками пользуюсь. Вот такой вот бренд. У них там целый магазин. Вот. И я заказываю, там по комплектам есть варианты. Вот. Есть большие комплекты, есть маленькие. Я вот беру по 4 штуки комплект. У меня они в использовании садятся. Я другие, которые заряжены, вставляю аккумуляторы, а те заряжаю. Единственный их минус вот этих аккумуляторовых батареек, их нельзя сажать прям до конца, то есть прям совсем в ноль. Вот. Потом лекотало их не видит, если сам всем в ноль посадишь. Вот. Ну, о батарейках там немножко будет другое видео. Надеюсь, скоро, если время позволит. Ну вот, собственно, и все. В принципе, что сказать я хотел, сказал. Вот. Могу смело рекомендовать вот этот вот триммер к покупке, кому надо, да, кто пользуется такими вещами. Вот. Просто цена-качество вообще на высоте. Вы там не подумайте, что я его нахваливаю. Вот. Старался пользоваться как можно дольше. Вот. Хотел снять через 2 недели, в итоге снял через почти 5 месяцев. Вот. Но даже за это время у меня никаких отрицательных ощущений и эмоций от этого триммера не возникло. То есть работает корректно, не шумит сильно. Вот. Батарейки, а тем более аккумуляторный, хватает надолго. Вот. Не дергает и не ревет, все нормально. И что самое главное, его после использования просто под водой сполоснул. Феном с него я сдуваю, ну, чтобы там, мало ли, механизм не ржавел. Ну, на всякий случай. Хотя там в описании ничего об этом не сказано. Вот. Ну, а этот триммер благополучно отправится на утилизацию. Вот. Повторюсь, таких вот у меня было 3 штуки. То есть один был именитый, там какой-то бренд, не помню, по-моему, какой-то или Panasonic, или еще какой-то вот, не знаю, в общем, врать не буду, но какой-то там бренд, что-то 1000 с чем-то рублей за него отдавал я. Вот. Он вот был именно вот такой же, вот с такой насадкой, вот так же закрывался. Батарейка тоже была там пальчиковая в нем.
Но его хватило у меня что-то на полгода, и потом тоже начались эти проблемы. Вот. То есть, как и вот этот, начал дергать, заминать и так далее. Вот. С этим вот пока все нормально. Если вам будет интересно, то там спустя какое-то время, там не знаю, ну давайте там еще через полгода, если будет интересно, еще там как отзыв запишу, как и что с ним не так, если вообще какие-то будут проблемы. Вот. Ну извините меня, он мне достался за 600 рублей, и я думаю, за 600 рублей, ну тут даже и говорить не о чем, 1000 рублей или 600 рублей. То есть он уже себя окупил, если или вот с этим, например, сравнивать, или с каким-то там еще триммером вот такого типа. Вот. Хотя на Алиэкспрессе вот такого типа, они там что-то от 100 рублей, по-моему, я смотрел, вот, ну вы там увидите. Так что как-то вот так, сильно не ругайтесь, если что не так. Вот, спрашивайте, на что могу, отвечу. Вот. Спасибо за внимание. Всем здоровья, добра, счастья, удачи. Всем пока.